Друзья, всем привет! Вы на канале Lanata Karting. У нас изменения. У нас опять поменялась конфигурация трассы. И уже по традиции мы, как всегда, сделаем краткий обзор. Его проведет наш тренер Максим. Этот обзор трассы вам поможет показать более классное время и более быстро привыкнуть к изменениям, которые у нас произошли. Я скажу, трасса стала более техничная, стало больше поворотов и она стала интереснее. Поэтому смотрим внимательно и запоминаем советы тренера. Всем привет! Чё, газуем? Начинаем наш круг. Это место не поменялось. Сразу распускаем машину до борта. Первый поворот стал более скоростной. Я советую вам не акцентировать свое внимание и тем более фокус зрения на табло. Если вы увидели ваше время, хорошо. Не увидели, все, забейте. Главное попасть в первый поворот. Если можете проехать на одном руле, то хорошо. Если возникают трудности и вы вечно промахиваетесь мимо вот этого поворота, лучше на табло не смотреть. Прокатная машина едет этот поворот в полный газ без каких-либо проблем. Но опять же, как я всегда говорю, если нет уверенности или машина попалась какая-то странненькая, уберите газ до поворота и откройте его с середины. На клубной машине возможны варианты. Какая-то машина эффективнее будет ехать сюда в полный газ, какая-то на сбросе газа немножко угловатой траектории. Что это такое, расскажу на школе. Проезжая мимо питлейна, сразу обращаем внимание на недвижущийся объект. Он может служить нам ориентиром для торможения. В зависимости от машины, на которой вы едете, либо клубная, либо прокатная, точка торможения будет разная. Если мы говорим про клубную машину, я рекомендую тормозить от начала этого баннера. Если мы говорим про прокатную машину, то точка торможения будет чуть-чуть позже, но не сильно. Законы физики никто не отменял. Но здесь тормоз нужно уже отпустить, неважно, на чем вы едете. Дайте машине вращаться. Зажатым тормозом вы только перегрузите себе морду. Проезжая первый раз по трассе, обратите внимание на геометрию поворотов. Самая острая часть данного поворота. Соответственно, скорость нужно подобрать таким образом, чтобы машина коснулась вершины поворота и уже была развернута под нужный угол по отношению к следующему повороту. Здесь ориентиров, лично я не вижу, мне ничего в глаза не бросается, но если вы особо зоркие, пожалуйста, вон пятно, вот какая-то линия. Можно ориентироваться просто по ширине трассы. Заезжаете в середину, можно чуть-чуть пошире по отношению к повороту, но не туда. Если вы улетели вон туда, значит там вы тормозите очень поздно или не тормозите вообще. Кстати, прокатная машина провоцирует проехать данный поворот без тормоза, но сразу физика. Оказавшись в точке выхода, не спешите направлять машину в поворот. Протяните ее чуть дальше и потом поверните. На чем бы вы ни ехали, какая бы машина вам ни попалась, сброс газа здесь обязателен. Полный газ тут неэффективен. Оказавшись в апексе, уже думаем о выходе. И здесь есть очень интересный момент. Многие совершают ошибку, распуская машину вот сюда. Во-первых, там грязно, во-вторых, этот отбойник постоянно двигается. И самое главное, оказавшись там, вы располагаете машину очень остро по отношению к следующему повороту, и плавной дуги не получится. А скорость здесь достаточно большая. Поэтому при прохождении этого поворота думайте о вот этой точке. То есть вам нужно распустить машину вот сюда и не прекращать дугу. Прямо на одном руле спокойненько направляете ее в этот поворот. Возвращаясь к вопросу о геометрии трассы, самая острая часть данного поворота находится вот здесь. Но на ходу кажется, что вот тут. Учитывайте это. Машина строго посередине, и как только вы оказались в правильном месте, сразу же направляете спокойным рулем машину в поворот.
На прокатной машине можно без проблем ехать в полный газ. Тут нет вариантов. На клубной машине возможны нюансы. Какая-то машина заедет сюда в полный газ именно эффективно, без скольжений, без срывов, без корректировок и так далее. На какой-то нужен будет сброс газа. Едем вдоль борта, и в этом повороте нужно направить машину раньше, чем это кажется. На прокате едем в полный газ. На клубной машине обязательный сброс газа. Привет всем школьникам. Сброс газа здесь обязателен. Вплотную к апексу поворота и распускаем машину до левого борта. Ориентиром для торможения начало темной части асфальта. Если мы говорим про прокат, то торможение где-то примерно посередине. Если мы говорим про клубную технику, как только машина заехала на темный асфальт, начинаем тормозить. Торможение достаточно спокойное. Отпускаем тормоз, поворачиваем руль. Тут я рекомендую поздний апекс. Вот этот поворот. Поздний апекс, да. Работаем под выход. Так как мы выбрали поздний апекс, скорость выхода будет чуть-чуть медленнее, чем кажется. Но в следующий поворот мы заедем с большей средней скоростью. А следующий поворот ведет нас на длинный прямик. Поэтому, пожертвовав 1-2 километрами в час, к торможению около баннера у нас будет преимущество в 3, а то и в 4 км в час. Здесь есть как бы два варианта прохождения. Один со сбором 2 апексов, второй игнорирование первого. Едем посередине, убираем газ. Да, убираем газ. На клубной машине даже иногда тормоз. Учитывайте, что данный поворот по своей геометрии, он достаточно длинный. То есть это не классическая шпилька в одну шину. Ваша задача в этой точке уже иметь более-менее развернутую машину на выход. Если она будет ехать параллельно этому отбойнику, будет не очень хорошо, потому что фаза разворота машины придется вот сюда. А мы с вами понимаем, что это уже выход, а мы только заканчиваем разворачивать машину. Газом работайте аккуратно, особенно на клубной машине. Можно нажать его не сразу полностью, а примерно там процентов 50, 70, 100 и погнали. Главное не вываливаться шире середины. И на чем бы мы ни ехали, в полный газ, ра-та-та-та-та-та. Ну, тут все просто. Мы завершаем круг, едем вдоль борта и готовимся к следующему. Эту часть трассы проезжаем в полный газ. На мой взгляд, трасса стала интересней, техничней. 2 торможения. На прямом руле классическое и торможение в дуге. И эта связка, хоть и кажется простой, но она очень интересна на клубной технике. Поэтому советую побыстрее сдать на клубные права. Вот мы прошлись по новой конфигурации трассы. Я поделился своими наблюдениями. Приезжайте, вкатывайтесь, ищите какие-то новые, нестандартные траектории. Опять же, к вопросу, что у нас появился поздний апекс. А я пошел пить кофе. Привет! Друзья, я надеюсь, этот выпуск вам понравился, и Максим смог донести до вас много полезной информации, которая поможет вам улучшить ваше время. Не забывайте подписываться, ставить лайки, ну и, конечно же, если вам что-то было непонятно, пишите комментарии, мы на них ответим.